Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я буду готовить сливочный крем всего из двух продуктов. Для этого нам понадобится 1 литр молока. Молоко у меня 3,5% жирности. Вы можете использовать любое. Учитывайте, чем больше жирность, тем сливочнее получится наш сливочный крем. Молоко вылили в кастрюлю. На приготовление этого сливочного крема у вас идет не более 7 минут. А результат вам очень понравился. Это намного вкуснее, чем магазинный. Доводим до кипения. Как только видим, что молоко уже готово закипеть, добавляем соль по вкусу. Хорошо размешать. Крем, приготовленный в домашних условиях, получается очень нежным, вкусным, приятным. А в сыворотке содержится лактоферин, который обладает антибиотическим эффектом и укрепляет иммунную систему. Напоминаю, что мы не доводим до кипения. На стадии, в которой мы добавляем продукты: соль и 50 мл лимонного сока. Это примерно 5 столовых ложек. Говорю вам в миллилитрах, потому что ложки столовые у всех разные. Выливаем в молоко, и у нас сразу происходит процесс отделения молока из сыворотки. Вот такие хлопья получились. Не забываем хорошо перемешивать. И вообще следите, чтобы молоко у вас не подгорело. Довели до кипения и выключаем. Сыворотку сливаем. И дадим остыть. После того, как остыло, перекладываем в миксер. Можете использовать блендер, как вам удобно. На этом этапе самое время проверить на соль. Можете по своему вкусу добавить и перец, если вам нравится. Я перец не добавляю. Туда же добавлю сыворотки немного. Посмотрю, какая консистенция у меня будет получаться. Наверное, где-то ложки 4. И обязательно оливковое масло. Добавление сыворотки и оливкового масла придаст как раз сливочную структуру нашему крему. Оливковое масло тоже я буду смотреть по текстуре. Где-то примерно 2-3 столовые ложки. Все хорошо взбиваем до кремообразной массы. Смотрите, как он уже получился красивый, сливочный. Перекладываю в емкость. Из 1 литра молока получается где-то 230-240 грамм крема. Поверьте, он намного вкуснее, чем магазинный. А магазины во много раз дороже.
при желании вы можете добавить немножко чеснока, любую зелень, которая вам нравится. Я люблю намазывать на бутербродики просто крем и потом уже в процессе добавляю зелень или чесночок с темным хлебушком на завтрак или на перекус. Очень вкусно. И я знаю, из какого молока и как у меня приготовлен этот крем. Очень вам рекомендую попробовать. Надеюсь, вам очень понравится этот рецепт. Самое главное, что он очень простой. Вот такие бутербродики вкусные. Сыворотку ни в коем случае не выливайте. Из нее вы всегда можете приготовить супчики, выпечку. И вообще сыворотка очень полезна для здоровья. Всем приятного аппетита и до новых встреч!